Всем привет, с вами Березовский. Добро пожаловать на мой новенький видеоролик по Call of Duty Mobile. И сегодня мы будем с вами проверять множество фактов по поводу глушителя, прицелов и передней рукоятки. Для удобства на экране будет появляться, какой конкретно факт в данный момент мы будем проверять. И что я хочу сказать для начала, ребята, до съемки этого ролика я сам лично во многих фактах ошибался. Поэтому что для меня, что для вас, после просмотра этого ролика многие факты окажутся реально новостью. И я так смотрю, если честно, на русском ютубе, но я не видел, чтобы кто-то вообще настолько заморачивался насчет деталей и монтажа видео. Поэтому я считаю, что это достойно вашей поддержки, достойно лайка, поэтому с вас подписка, лайк и комментарий. Всем приятного просмотра, давайте начинать. Первое. Я часто слышу, что глушитель уменьшает отдачу и скорострельность пушки. Проверим вот так максимально наглядно, слева без глушителя, справа с глушителем. Как можем заметить, отдача абсолютно одинаковая, но без глушителя пушка стреляет быстрее. Чтобы удостовериться наверняка, что я не налажал в монтаже там или еще что-то, может быть я ошибку какую-то допустил, проверим этот факт немножко в других обстоятельствах. Проверим это на реальном человечке, насколько быстро мы заберем человека без глушителя и насколько быстро заберем с глушителем. Точно так же максимально наглядно показываю, без глушителя пушка забирает быстрее. Далее второе. Также говорят, что глушитель режет урон. Ну то есть с глушителем ты должен по идее наносить урона меньше, чем без глушителя. Проверяем этот факт. Делаем 3 выстрела сначала с глушителем. 2, 3. Смотрим, сколько урона осталось. Ну, совсем капелюсечку, я думаю, вы поняли на экране. Теперь без глушителя стреляем. 1, 2, 3. Смотрим, сколько осталось. Абсолютно одинаковый урон наносит оружие с глушителем и без. Третье. Говорят, что от мушки прицеливание происходит быстрее, чем с оптикой, но для полноты сравнения возьмем все прицелы. 2 раза заходим в прицел просто для сравнения анимации, а на 3-й раз берем таймер. Итак, от мушки заходит 22 сотых секунды. Теперь сравниваем коллиматор. 2 раза просто для сравнения анимации, как я сказал, это 2-й раз, и на 3-й берем таймер. В коллиматор заходит 27 сотых секунды. Теперь берем голографический прицел. Ну, мало народу с ним играет, но все же. 2 раза для сравнения анимации, и вот 3-й с таймером. В голографический заходит 30 сотых секунды. Вот такой результат получился. И наконец берем тактический прицел. 2 раза просто для анимации, 2-й раз, и на 3-й берем таймер, смотрим результат. 30 сотых секунды. Итак, да, результаты, итоги. Быстрее всех действительно, это правда, заходит от мушки, на 2-м месте коллиматорный прицел, на 3-м и 4-м, ну получается, да, как бы 3-е место делят 2 прицела, это голографический и тактический. Итак, 4-е. Говорят, что от мушки разброс меньше, чем с оптикой, а с тактическим прицелом разброс вообще самый большой. Признаюсь честно, я до этого ролика тоже так думал, что от мушки самый маленький разброс. Но смотрим вместе с вами, дорогие зрители, разброс абсолютно одинаковый, что от мушки, что с любой оптикой. Честно говорю, я в шоке. Я раньше думал, правда, что от мушки самый маленький разброс. Но теперь мы вместе с вами увидели, что от мушки такой же разброс, как с любой оптикой, с любой другой. Ну, я в шоке. Слов других нет, я в шоке. Но есть как есть, я вам показал максимально наглядно на монтаже. Далее 5-е. Говорят, что когда ставишь оптику на оружие, то это якобы повышает урон, который ты наносишь противнику. Я, если честно, даже видел пару роликов на ютубе, где задвигали за то, что с коллиматором урона больше. Берем мушку, 1, 2, 3. Вот столько урона осталось у противника, ну там буквально миллиметр. Теперь берем коллиматор и сравниваем. 1, 2, 3. То есть с прицелом, с оптикой точнее, и без оптики урон абсолютно одинаковый. То есть мы опровергли этот факт. Ну и 6-е, последнее. Говорят, что с передней рукояткой отдача точно такая же, как и без нее. Проверим и этот факт также наглядно. Слева без рукоятки, справа с рукояткой. Я уже вижу, что без рукоятки прицел тупо выбивает вверх. Причем гораздо больше, чем с рукояткой. Поэтому будьте уверены наверняка, что если вы ставите переднюю рукоятку, то отдача у вас точно меньше. Ну а на этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что для вас этот ролик оказался очень полезным. Я постарался кратко, информативно, а главное наглядно показать вам некоторые факты, ну или опровергнуть их. И как бы так закончить этот ролик оригинально и красиво?
Наверное, сделаем даблкил Березовских. Сейчас так выстрелим себе под ноги и бабах, даблкил Березовских. Всем большое спасибо за просмотр, с вас лайк, подписка, пишите комментарии и всем пока-пока.